Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о фотографиях, которые нельзя хранить в доме. Что же это за такие фотографии, которые несут беды, проблемы, несчастья, которые притягивают негатив и, возможно, определенные последствия для вас. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете очень много полезной, важной и нужной для себя информации. Вы знаете, в каждом доме существует особая энергетика, которая создается не только хозяином и членами семьи, но и также теми вещами и предметами, которые нас окружают. И вот фотографии, они не стали исключением в этом списке. И многие из них хранят в своем доме, не зная о том, что это вредит в первую очередь их энергетике. Поэтому давайте вместе с вами четко проговорим и поймем. И вы после этого сделаете обязательно ревизию и попытаетесь изменить те или иные моменты в вашей жизни. Во-первых, какие нельзя иметь фотографии в вашем доме, это фотографии с пятнами. Возможно, вы замечали, что на фотографиях появляются вот непонятные пятна или разводы. Вы знаете, эти пятна появляются неспроста, как правило. Такие фотографии предвещают скорую болезнь людям, которые запечатлены на той или иной фотографии. В том случае, если пятна или засветы появились на самом человеке или на людях, которые присутствуют на такой фотографии, вам стоит очень внимательно отнестись к состоянию своего здоровья и здоровья тех людей, которые изображены на такой фотографии, и проверить, нет ли них на порче или сглаза. Это очень важно, потому что именно такие фотографии с пятнами и с разводами ни в коем случае нельзя хранить в доме, потому что они уже излучают негативную энергетику для вас. И эта энергетика распространяется и на вас, и на членов семьи. Также распространяется на те вещи, на те предметы, которые есть в вашем доме. Далее, какие еще нельзя хранить фотографии в доме? Это фотографии умерших людей, потому что все-таки у смерти достаточно тяжелая энергетика, и она опасна, если на фотографии запечатлены похороны или тела в гробу. Эти изображения лучше не держать в доме. Но если по каким-то причинам их нельзя убрать, то хранить обязательно их нужно отдельно от снимков живых людей. И старайтесь запечатывать их в непрозрачные конверты. Портретные фото умерших людей лучше не развешивать по дому, потому что энергетика смерти, чтобы не поселилась в вашем доме. Дело в том, что если вы посмотрите фотографии наших бабушек, наших прабабушек, то почему-то в старые времена, когда только появился фотоаппарат, а вы знаете, что как только он появлялось когда-то давно, что-то из современной техники, которая, конечно, для нас сейчас понятна и доступна, тот же телевизор, тот же диктофон и так далее, а в том числе и фотоаппарат. Знаете, такой человек становился, наверное, чуть ли не божеством, потому что у него появлялась такая техника. И люди старались запечатлеть все, что только можно и не можно. Хотя по тем временам каждая фотография именно запечатлеть на пленку, да, которую нужно было обработать. Кто работает с фотографиями, он знает, как вот именно эти пленками работать. Не дай бог, чтобы не засветилась пленка, потому что если пленка засветилась, то вы уже не сможете сделать никакие фотографии и так далее, и так далее. Поэтому старайтесь вот такие фотографии вообще убирать из дома. Не можете, собирайте в коробку и храните подальше от всего. Далее, фотографии не нужно хранить в доме,
с людьми, которые негативно настроены по отношению к вам. Потому что дело в том, что очень часто бывает так, что люди очень долгое время дружили, общались, все было хорошо, а потом ни с того ни с сего люди ссорятся и желают друг другу всевозможные неудачи, желают проблем и так далее, и так далее. И таким образом они посылают негативную энергетику, которая вот заключена вот в этих ужасных, тяжелых словах, в оскорблениях. Если у вас сохранились фотографии с людьми, которые вам навредили или которые желают вам зла, избегайте хранить их в общем альбоме. Лучше всего просто избавиться от них, для того, чтобы негативная энергетика перестала оказывать влияние на здоровье и на ваш дом, а также на ваше изобилие, на ваше благополучие. Помните о том, что фотографии несут очень сильную энергетику и информацию. Потому что, если вы обращали внимание, когда мы фотографируем, даже сейчас на телефон, мы фотографируем в определенных каких-то эмоциях, да, то есть человек в этот момент переживал, возможно, за что-то, у него были какие-то проблемы и так далее, и так далее. И вот здесь, запечатленная на фотографии, эта информация будет передаваться на нашу энергетику. Далее не нужно хранить фотографии, которые эмоциональные. Потому что дело в том, что любая фотография, она хранит эмоции, которые не всегда удается контролировать. На некоторых снимках люди настолько сильно могут выражать свои чувства, что тем самым они начинают влиять на окружающих. Поэтому вот такими фотографиями не старайтесь украшать свой дом и держите их отдельно. Потому что не исключено, что люди со слабым биополем могут попасть под власть чужих эмоций и начать жить уже не своей жизнью. Помните об этом. Далее фотографии природы также не старайтесь иметь в доме. Но, конечно же, не каждая фотография или фотографии, которые изображают красоту природы, уместны в доме. На снимках что не должно быть? Это не должно быть буреломов, поломанных деревьев, каких-то высохших цветов и, например, природных катаклизмов. То есть не должно быть боли, ненависти, злости, разрухи, потому что такие изображения не только забирают радость и счастье, но и также они способствуют оттоку положительной энергетики и даже денег из дома. При этом многие хозяева и те, кто проживают в таком квартире или в доме, не всегда даже понимают, что происходит в доме. И со временем начинают происходить определенные события. Поэтому обращайте на это тоже особое внимание. Далее, какие еще нельзя фотографии держать и иметь в доме? Там, где разрушены дома, квартиры. Потому что это сильные в эмоциональном и энергетическом плане изображения разрушенных зданий. Даже если это какой-то памятник архитектуры, не стоит хранить именно в квартире. Друзья, мы имеем в виду в квартире или в доме. Если вы хотите хранить такое в офисе, ну ладно, но помните о том, что это также влияет на денежную энергетику. Потому что энергия разрушения, она вполне может перейти и в вашу реальную жизнь, тем самым усложнив жизнь вашу и усложнив путь к вашему счастью, к вашему радости, к вашему изобилию, достатку. Не исключено, что такие фотографии могут вызвать и разрушение даже собственного жилья, и, что самое необычное, могут даже возникать у вас поломки в технике или в мебели. Вот так вот даже может влиять какая-то картина в вашем доме. Далее, что еще не стоит, какие иметь фотографии? Это фотографии, на котором изображен горюющий человек, потому что горе, беда, слезы, они обладают достаточно сильной энергетикой. И если вы не хотите неприятностей в своей жизни, то такие фотографии лучше не храните в своем доме или держите их подальше от обычных снимков в плотно, например, запечатанных конвертах. Вы должны понимать, что таким фотографиям не место в вашем доме и на стенах в качестве украшений, потому что горе и негативные эмоции быстрее всего разрушают счастье и позитивный настрой в вашем доме и вашей жизни.
Помните о том, что мы пришли в этот мир в позитивном русле. И поэтому очень важно, чтобы каждый из нас старался и был в энергии созидания, в энергии творения. Это очень сложно, потому что все мы имеем негативные эмоции, мы все имеем вот эту злость, зависть, ненависть где-то и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, будьте внимательны к тем фотографиям, к тем изображениям, которые находятся у вас в доме, на стенках, в офисе, на компьютере. Очень много часто ставят на заставку на телефон непонятно что, какой-то негатив, какую-то разруху. Не стоит. Используйте лучшие изображения, картины, которые будут созидать энергию. Энергия будет привлечение изобилия, достатка, благополучия. Не нужно вам разрушения в жизни. Многие думают о том, что ну что ж, я поставила на телефон, это никак не влияет на мою жизнь. Вы должны понимать, что любое наше действие, любые изменения, все всегда влияет. Помните об этом. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, переходите на сам канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там очень много полезной и важной для вас информации. Ставьте лайк сейчас видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы услышимся с вами уже в следующем видео.